Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я предлагаю начать целый цикл видео, в которых мы будем рассматривать микрокосмос, а именно самого человека, его строение как физическое, так и энергетическое. Дело в том, что в предыдущих видео мы с вами разобрали макрокосмос, то есть поставили на место все знания о окружающей нас Вселенной. Теперь же перед нами стоит более важная задача поставить все знания на место о самом человеке, о его структуре, физической, энергетической, его месте во Вселенной, для того, чтобы люди могли это использовать для самосовершенствования и понимания, кто они, где они и какие у них стоят задачи и цели. Если применить выражение древних, то можно сказать, что важно не количество знаний, а их качество. Можно знать очень многое, не зная самого важного. То есть это фактически то, что и происходит в современном мире. Человечество считает, что знает все, при этом самое важное оно не знает. Но это знали древние, поэтому я вам предлагаю приступить к тому, чтобы познать самого человека, а не только окружающий его мир. Представьте такую ситуацию. Вы получили в подарок очень дорогую машину. При этом вы не знаете ни как она устроена, ни как она работает, ни как на ней можно передвигаться по дорогам общего пользования. При этом машина настолько красивая и крутая, что вы в нее впрыгнули и куда-то поехали, установив опытным путем, как начать движение. Как вы думаете, какой вас результат ждет? Конечно же, проехав пару сотен метров, вы или врежетесь в кого-то, или просто слетите из трассы, потому что вы ничего не знаете о том, чем вы управляете, как оно все устроено и как работает система общего пользования дорог. Тем более не знаете правил передвижения по дорогам. То же самое и с человеком. Если вы ничего не знаете о себе и своей структуре, своих задачах, своем прошлом, будущем и настоящем, то вы запрограммированы на многое количество проблем. Для того, чтобы этих проблем избежать, просто надо знать, как мы устроены, для чего мы здесь существуем и как функционируем. Так, в современном мире существует наука эргономика. Это наука о приспособлении рабочих мест, предметов труда и объектов труда, а также компьютерных программ для наиболее безопасного и эффективного труда работников, исходя из физических и психических особенностей человеческого организма. Но древние знали в этом направлении намного больше. Поэтому я и хотел бы вам представить все эти данные для того, чтобы вы их могли использовать, понимать, что происходило в прошлом, что происходит сейчас и как это нужно, чтобы было устроено гармонично по отношению к человеку. Дело в том, что перед вами как раз основа физиологического строения человека, а именно пядевая система. Она, как вы понимаете, есть индивидуальная для каждого человека в определенном возрасте, так она же существует и для народа. Перед вами изображение, которое как раз показывает эту пядевую систему для нашего народа. Как раз она существовала всегда. Почему она называется пядевой? Потому что вы, взяв расстояние между большим пальцем и указательным, померяв его, можете умножить на 10 и получить как раз свой рост. То же самое можно получить другие размерности, которые нужны в первую очередь для создания живой одежды, живой утвари, которая вас окружает, и живых техногенных устройств, которые будут с вами входить в резонанс, которые будут вам позволять перемещаться и в пространстве, и в времени, и позволять получать гармонию не только человека, но и природы, но и техногенных устройств, которые будут работать долго и будут приносить вам только радость. Зачем я это говорю? Когда вы все это познаете, тогда множество вопросов просто отпадет как минимум в физическом плане. Об этом очень много писал Шим-Шум, про размерности, какие они важны, как их нужно использовать. Поэтому все ссылки на использованные материалы, как всегда, будут в описании. Переходите, знакомьтесь. Ну и зная это, вам уже понятно, что витрувианский человек – это всего лишь указание на истинное строение человеческого организма. То есть для вас все секреты перестают быть секретами, вы понимаете, начинаете понимать древних, начинаете понимать, зачем это делали. Древние в первую очередь это делали для того, чтобы достичь гармонии человека с окружающей его средой, в том числе и которую мы создаем. Следующий шаг в гармонии с окружающей средой – это саженевая система. То есть она как раз использовалась для того, чтобы посадить не только деревья и сады, в том числе живые, но и для того, чтобы посадить гармонично дом, жилой дом, сделать его живым. И этот живой дом,
он бы вписался в энергетику не только Земли, но и всей Вселенной и приводил бы к гармонии с человеком. Об этом все материалы в описании, об этом писал наш ученый Черняев. Плюс по этому же образцу построены все здания прошлого. Потому что зачем нам сейчас не дают знать эту пядевую систему, почему ее 100 лет назад отменили? Потому что если вы не знаете этих расстояний, то не понимаете, какая цивилизация строила мегалиты, все эти пирамиды. Плюс не понимаете, что есть живая система живого дома, которая была основана на том, чтобы построить ее так, чтобы отсутствовала стоячая волна. При этом в техногенном строительстве как раз использовалась стоячая волна. То есть стоячая волна, она в техногенном строительстве использовалась для передачи энергии и информации и перемещения во времени и в пространстве, а стоячая волна в жилых помещениях не допускалась именно для того, чтобы не разрушать живого человека. То есть все ссылки на материалы в описании. Поэтому наша пядевая система содержит и сверхмалые величины, и сверхбольшие. Поэтому она и была отменена, чтобы человек, во-первых, не понимал ни сказок, ни рассказов из древних, из прошлого, плюс не задавался вопросом, откуда такие сверхмалые величины, для которых нужны специальные измерительные приборы, которые были изобретены практически недавно, плюс такие сверхбольшие величины, как 5 триллионов километров, когда человек, говорят, что живет только на Земле. Мы же знаем из древних рассказов, что мы путешествовали и в космическом пространстве. Но это всего лишь начало, потому что если мы посмотрим в первоосновы, то как получается человек? Для того, чтобы получился человек, нужен генетический мужчина и генетическая женщина. Причем мужчина в генетическом плане выглядит как Y и X хромосома, а женщина как 2 хромосомы X. Зачем это нужно знать? Это нужно знать для того, чтобы вы понимали в первую очередь, что за пол ребенка в первую очередь отвечает мужчина, а женщина же служит как раз для того, чтобы подтвердить выбор мужчины или нет. То есть, если мужчина хочет мальчика, а женщина девочку, у них может просто не получаться зачатие. Поэтому, если у вас проблемы с зачатием, вы должны для начала просто поговорить, какого ребенка вы действительно хотите, чтобы первый появился на свет. Но мало того, что здесь понятна суть. Женщина служит для связи двух мужских родов, для того, чтобы обеспечить устойчивость родовой системы. А мужчина как раз служит для того, чтобы привлекать души из более высших миров в наш материальный мир. А женщина как раз обеспечивает создание этой материи. Но это мы дальше будем более подробно разбирать. Это я говорю для чего? Для того, чтобы человек понимал, что как он устроен. В том числе фактически от зачатия до рождения проходит примерно 40 недель. То есть это нормальный срок, 40 недель. Почему это происходит? Опять же, ответ этот содержится в строении самого человека. Перед вами именно энергетическое строение человека с учетом того, что мы построены по принципу прошлого, настоящего и будущего. То есть наши ноги – это фактически наши предки. У нас там 7 энергетических предков по мужской линии и 7 по женской линии. Обратите внимание, от самого позвоночника у нас идет одна кость. То есть у нас может быть один отец, одна мать. Потом идет раздвоение кости, 2 бабушки, 2 дедушки. А потом идет 5 основных энергетических потоков мужских и 5 энергетических потоков женских. Почему получается человек – это десятиричная система? 5 мужских предков, 5 женских предков. Человек – это 10-ричная система. Плюс будущее. То есть минимальное будущее – это 7 как раз наших потомков мужских и 7 потоков женских, энергетических. То есть, а 4 семерки, получается это 28. Умножим на самого человека и 10-ричное, которое мы знаем из буквицы, получается 280 дней. Или как раз эти 40 недель по 7 дней. То есть вот откуда наша энергетика, вот откуда наше рождение, почему оно происходит именно в такой срок. Причем у мужчин и женщины всего лишь разница в том, что в направлении. У мужчины, например, справа мужская энергетика, слева женская, а у женщины наоборот просто. То есть справа женская энергетика, а слева получается мужская. Но это мы будем более подробно рассматривать и в других видео. Вы тоже ощущаете, что с возрастом или после сильных стрессов организм уже не
восстанавливается за пару дней как раньше. Знакомое чувство, когда простая простуда выбивает из колеи надолго, а сил становится все меньше. Я давно все понял. Ждать, пока иммунитет окончательно сдастся, не вариант. Его нужно поддерживать грамотно и по-настоящему. Именно поэтому я снова возвращаюсь к синтезиту иммуноактив. Я уже рассказывал, что это не просто очередная добавка с железом, это принципиально другой подход. Его основа – это особая синтезированная молекула, которая действует на причину слабости. Она помогает нашему собственному костному мозгу производить здоровые полноценные клетки крови. По сути, мы не подпитываем организм извне, а даем ему инструмент, чтобы он сам начал работать, как задумано природой. И сейчас у вас есть отличный шанс протестировать его на себе. Мы договорились о специальной скидкой на Озон, где вы можете заказать синтезит иммуноактив и быстрой с гарантией от официального поставщика. Ссылка на заказ ждет вас в описании под видео. А вот главный бонус. По промокоду Виктор30 вы получите 30% скидку на весь ассортимент синтезит. Но не тяните, промокод будет действовать только до конца декабря. А сейчас давайте продолжим. Для того, чтобы вы понимали, почему, например, мы используем древнеславянский календарь. Именно он содержит 40 дней каждой недели. И поэтому для того, чтобы человек родился, нужно как раз ровно 7 месяцев славянского календаря. Поэтому, изучая славянские меры времени, можно сказать следующее. Что мы должны иметь минимальный срок жизни по славянскому календарю 144 лета. Именно поэтому это и называется круг жизни. То есть минимальный срок жизни человека 144 лета. Все, что меньше, это насильственная смерть. То есть мы это и рассматриваем для того, чтобы установить, куда пропадают 2/3 энергии у человека, кто их забирает, где мы их теряем и как этого не допустить. А вообще-то славяне жили не один круг жизни, а множество кругов жизни. И были такие, которые проживали и сворожий круг жизни, а это 25 920 лет. Конечно, сейчас это слышится как фантастика, но данные об этом из прошлого мы уже рассматривали. Все ссылки на материалы, как всегда, в описании. И есть подтверждение, что да, действительно было и не только такое. Теперь, я думаю, вам понятно, что мы многосоставное существо, которое состоит из прошлого, настоящего и будущего. И причем в прошлом у нас наши деды, прадеды, матери, бабушки, прабабушки, то есть две основных мужских и женских линий. А в будущем у нас должно быть как раз это наши руки, как раз наши потомки. А мы в настоящем должны обеспечить продолжение своего рода. Ну что такое наш род? Если схематически изобразить наше строение, то получается для того, чтобы получился человек, то есть вы, нужно участие 254 человек до вас. Половина из которых были мужчины, конечно, и половина женщины. То есть вы не просто сам по себе отделены от всех, вы и есть вершина этого рода. Отсюда же возникает потребность в том, чтобы минимально породить одного своего мужского потомка и одного женского. И то же самое сделать же и женщине. То есть минимальная семья по этой схеме – это 2 мужских ребенка и 2 женских. Это притом для того, чтобы дать продолжение своим родам, которые дали возможность жить вам. То есть здесь возникает основное понятие всех древних систем, понятие рода. А сама эта схема показывает, что вы вершина этой птицы рода. То есть если у вас были какие-то проблемы или грехи в роду, то вы будете отвечать всем родам. Эти проблемы как раз и не позволяют нам в сегодняшнем времени взмахнуть этими крыльями и чувствовать себя легко и свободно. А у нас как раз проблемы. Откуда они взялись, непонятно, но мы это и рассматриваем, чтобы показать, откуда они берутся и как их можно даже решить, несмотря на то, что они уже были получены. Перед нами возникает первооснова всех предков наших. То есть понятие род. Для людей прошлого их род было первоосновой всего. И только уже за родом следовала родина, потом множество наших родов народ, а потом то, что нужно для гармоничного развития этого всего, то есть природа гармонична. Зачем я это вам объясняю? Для того, чтобы вы могли понимать, кто вы и где вы.
Потому что вы слышали много раз понятие раса. В переводе на современный язык это белый чистый человек, который пришел со звезд на Землю. Как раз для того, чтобы обеспечить гармоничное развитие природы на этих землях. Для того, чтобы они в итоге как раз сами стали Солнцем. Как раз среди белых людей существует 4 основных энергетических потока душ. То есть это глаза, зеркало души, это люди, у которых зеленые глаза, у которых серебристые глаза и голубые глаза, и карие глаза. То есть это существует только среди белых людей. Это основные рода. Не будем сейчас обращать внимание на их названия, потому что к нам прибывало множество других родов, которые назывались по-другому, но смысл остается прежний. Это вибрация души, которая определяется по глазам человека. А эти глаза мы получили как раз от наших первопредков, которые зародились как раз на солнцах и звездах различных звездных систем. Для тех, кому кажется, что это фантастика, предлагаю посмотреть мой фильм «Цивилизация на Солнце», 50-метровые асуры-русы. Ссылки, как всегда, в описании и в конце этого видео. Тогда вы поймете, что это не просто так. И это все появляется из понятия того же магического квадрата, который является солнечным, который вы знаете как квадрат 4 на 4, где сумма всех чисел равна 34, в том числе и по диагонали. То есть это как раз оборот полюсов Солнца. То есть зачем это нужно знать? Это нужно знать для того, чтобы понимать, что наше Солнце, оно многомерное. На нашем Солнце присутствует мир Лего 16-мерный. Перед вами как раз гармоничные мерности пространства, которые показаны. И мы из этих 16 мерностей попали в мир людей 4-мерный, для того, чтобы как раз набраться опыта и вернуться по пути духовного восхождения как раз в мир Лего и продолжить дальнейшее восхождение. Но об этом мы будем подробно говорить в других видео. Сейчас бы хотел обратить ваше внимание, что именно поэтому у нас существует подобная звездная система, то есть система 16 чертогов. Плюс 16 чертог, он имеет символ расы. То есть, что такое раса? Раса – это как раз 16 этих энергоканалов, 16 мерностей. Поэтому вы слышали, что наш отец Тарх и Тара, то есть вот откуда это все взялось. То есть Тарх – это мужская энергия, а Тара – женская энергия. То есть и это все показывает на количество энергоканалов, на потенциал нашей души. Чертог, противоположный расе, называется род. Почему? Потому что 8 энергоканалов женских, 8 энергоканалов мужских. Всего же может быть у нас, согласно нашей энергетике, 16 родов. То есть, если вы родились в первом чертоге, это не значит, что у вас нет 16 каналов. Они у вас есть, просто они чуть по-другому расположены. Такая их последовательность, ваша энергетика чуть другая. Вот и все. А общая система, она именно 16 каналов. То есть, где бы вы ни родились, вы все равно содержите 16 каналов, просто один из них более главенствующий над другими. И теперь понятно, почему нас приносит аист, потому что символ рода – это бусел, он же аист. И тут же возникает понятие энергоны, то есть энергоканалы, то есть потенциал души. То есть наш потенциал души, вот он красной стрелочкой обозначен, это 8 мужских энергоканалов и 8 женских энергоканалов. В сумме это 16. Это нужно знать для того, чтобы понимать, что мы, да, пришли как минимум из 16-мерного мира и воплотили в 4-мерном мире. Но наше воплощение создает подобную систему. Это называется чакровая система, которая содержит в центре своем камень-алатырь или душу. Наша задача как раз проработать все эти чакры и запустить их полностью в работу, раскрыть другие энергетические свои оболочки, набраться опыта и вернуться в 16-мерное пространство уже людьми, которые содержат опыт самых низших миров, как раз пограничных для добра и зла, для того, чтобы мы дальше могли гармонично развиваться. В центре этой системы как раз алатырь камень, это примерное изображение, мы разберем, почему оно именно такое в других видео, потому что будем опускаться в энергетику. Но это и есть наше сверхсознание или душа. Для того, чтобы это подтвердить, давайте обратимся к физиологическому строению человека и обратим наше внимание на уловитель мыслей, ну, то есть ум или мозг еще по-другому он называется. Но особенность мозга в том, что каждое полушарие мозга управляет своей половиной тела, но не прямо, а наперекрест. Правой стороной тела командует левое полушарие, а левой стороной тела правое.
Это видно даже на глазах. Зачем это нам знать? Для того, чтобы подтвердить этот как раз солнечный энергетический крест, нашей чакры. Почему это так и как они работают, будем разбирать в других видео. Ну, вам нужно знать, что такое выражение, что каждый несет свой крест, соответствует действительности. Наша задача запустить в работу все эти чакры, проработать их. И для того, чтобы мы дальше могли гармонично развиваться, вернуться в наш 16-мерный мир. Что в малом, то и в большом. Я уже не раз показывал движение Земли вокруг Солнца. И тут же возникает весь этот гармоничный, такой же солнечный крест. Поэтому, когда мы видим такие кресты на церквях, мы должны понимать, что это как раз изображение, схематическое движение Земли вокруг Солнца. Зачем я это говорю? Потому что крест по своей структуре это всего лишь излучатель света, добра, тепла, всего того, что положительное, что содержится во Вселенной. Потому что есть такие люди, которые в наше время начинают почему-то крест отрицать. Но есть и другие люди, которые наоборот, не понимая этой структуры, позволяют себе носить его с символом, наоборот, смерти. То есть, когда на символ света, излучатель, помещают человека, который умирает в муках, то, как вы понимаете, излучение из света и добра превращается в излучение боли и страданий. А ведь люди его носят рядом со своей душой. И поэтому, если у вас в жизни возникает множество проблем, и вы не понимаете откуда, то они сами ли вы их себе притянули. Это мы будем еще множество раз разбирать разумность человека, что человек творит и как он может называть себя после этого разумным. Ну а этот девятиричный крест, она же чакровая система, она же почему-то неправильно называется квадратом Пифагора. Почему неправильно? Потому что это лунная матрица. Потому что сумма всех диагоналей это 15. 15 плюс 15 – 30. А 30 дней это цикл месяца 13 тысяч лет назад. То есть это лунная матрица. Это мы будем более подробно разбирать в путешествии души. Здесь же возникает это понятие как 3 шестерки. Я это более подробно разобрал в других видео. Можете перейти, ознакомиться с ним. Давайте делать выводы. Единственной высшей ценностью для человека есть его род, источник бессмертия духа, души и тела. На втором месте находится только то, что нужно для существования и развития рода, родина, с гармоничной природой. Физическое тело человека построено по принципу пядевой системы, а основой энергетики человека является его душа, описанная девятиричной лунной матрицей плюс алатырь камень. И 16-ричная энергоновая солнечная матрица, ответственная за дух белого человека. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео, там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.